В Армении приостановлены полномочия 54-летнего вора в законе Виталия Авдеяна, более известного в криминальной среде как Витя Тбилисский. Известие об этом пришло сразу после того, как Витю закрыли в Ереване за избиение коллеги по цеху, вора в законе Арсена Мкрчана. Тормознули якобы за то же самое. По нашим данным, езид Виталий Авдеян ворует с 1996 года, как освободился после четверика за кражу в Пятигорске. К началу конфликта кланов Витя уже разматывал десятку. Пока сидел, ничью сторону не принимал, но, как потом выяснилось, симпатизировал грузинам. На самом деле конитель у Вити с Датой Азмановым, племянником Шакро Молодого. Когда-то Дата и Витя крепко дружили. Теперь заклятые враги. Оказывается, Арсена Витя побил как парламентера, через которого армянские воры послали ему черную метку, чего по пиратскому кодексу делать не принято. Но даже и этого армяне не смогли сделать толком, поскольку отправлять нужно было двоих. Второго, для того, чтобы не было разночтений не в пользу вызывающей стороны, если потом у Арсена и Вити на общее прошлое будут собственные истории. Сегодня в воровском мире армянские воры самые слабые, поэтому живут на родине и охраняются Пашиняном. Самый авторитетный в Армении вор – это ЗАП. Каждый в отдельности армяне не хотели бы на своей территории громких конфликтов, вообще и с Витей в частности. Однако, в отличие от таких же обособленных абхазов, также опекаемых государством, армяне делают то, что им говорят. Время, когда армяне отвечали за кипиш, ушло в начале 90-х со смертями ереванцев Сво Рафа и Гоги. Последний армянин, и то бакинский, имевший амбиции уровня топ, был Рудик, но он проиграл езидам. В итоге с конца эпохи Ельцина на всем постсоветском пространстве, где чтут воровские традиции, включая Украину, поляну стригут езиды. Вернее, езид, единственный и неповторимый намбаван. Грузины, которых больше половины от общей массы воров, хотели бы гегемона подвинуть, но их вместе взятый авторитет перевешивается одной его улыбкой. Уязвимое место, родственники, руками которых он водит. Пока единственный, но очень чувствительный удар был по Дато в 2011 году, в горячую фазу конфликта кланов, когда тарело-мирабовские грузины Хуту, Матевич, Гурчиани, Панкиски и Энца зажали Дато в ресторане в Бельгии. Уже после того, как дедовские выкинули с окна Гурчиани и Пипию. Увидев грузин, Дато вынул ствол и стал им пугать, но никто не испугался. Пушку у него отняли и прямо там обычным столовым ножом обкорнали ухо. Несимметричный ответ обидчикам Дато долго заставил себя ждать. Единственным, до кого дотянулись, был Панкиский, которого ликвидировали ровно 6 лет назад день в день. Еще вместо Матевича, который и резал, незадачливые киллеры-езиды января этого года по ошибке убили безобидного лорд Кипанидзе. Примечательно, что общий расход, за который вбросил намбаван, объемлет всех, кроме кровников его родича. Поэтому подобная политика двойных стандартов грузинам по душе не пришлась. А тут еще и соплеменник Авдеян кричит, что поцелует отрезавшую ухо руку. Кому ж такое понравится? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.